Привет, друзья, это мэр в отставке. Итак, с предварительным результатом почти 90% Путин превращается в тыкву. Прошедшие так называемые выборы в России, которые прошли в это воскресенье, вернее, которые завершились в это воскресенье, проходили они 3 дня подряд. Так вот, назвать эту процедуру выборами, конечно же, нельзя. Тот результат, который нам показывают, и который нам покажут уже после завершения так называемого подсчета голосов, абсолютно ни о чем не говорит. Вспомните, например, Чаушеску, рейтинг которого незадолго до расстрела был там в районе 99%, насколько я помню. И в результате это никак не спасло его, во-первых, от свержения, а во-вторых, от расстрела своими же военными. Я думаю, что Путина ждет нечто подобное, может быть, в каких-то других вариантах, в каких-то других вариациях. В общем, посмотрим. Итак, цифры, которые нам представляет сейчас ЦИК, абсолютно ни о чем не говорят. Они говорят только о том, что эти так называемые выборы были сфальсифицированы, что эти выборы незаконны, нелегитимны. Путин принимал в них участие незаконно. Он перестает быть законным, легитимным президентом, как я уже говорил об этом ранее. Первое, что нужно нам всем сейчас сделать, как гражданам России, так и всему мировому сообществу, это не признавать результаты этих выборов. Второе, то есть следующая задача, это добиться признания Путина нелегитимным, незаконным президентом России и добиться закрепления этого статуса за ним на международном уровне. В принципе, в этом направлении, я думаю, нам всем нужно сейчас работать. Я тоже постараюсь приложить к этому много усилий и, как говорится, внести свой вклад в это. Также хотелось бы сказать несколько слов о полдне против Путина. На мой взгляд, эта акция, мягко говоря, себя не показала, но, грубо говоря, себя дискредитировала. Это, опять же, это мое мнение, вы можете с ним не соглашаться. Сейчас объясню, почему я так считаю. Как я уже говорил ранее в своем видео, пропаганде, властям нужна красивая картинка, на которой видно, как много россиян приходят на эти так называемые выборы. Это как бы кладет определенную гирьку на весы в пользу этого режима. И данная акция, она сделала возможным для пропаганды обеспечить эти выборы красивой картинкой с очередями на участках. И сейчас мы видим, вы можете, кстати, посмотреть некоторые пропагандистские российские СМИ, путинские, в которых они показывают сюжеты с этими очередями в разных странах, не только в России, и говорят о том, как много сегодня россиян пришло отдать свой голос за Путина, за Россию, как они говорят. То есть, намекая на то, что все эти очереди на участках для голосования – это очереди людей, идущих отдать свой голос именно за Путина. Еще я хотел бы напомнить представителям силовых структур о том, что тот человек, якобы по вере которого вам сегодня рассказывают с телевизора, он является военным преступником, которого в настоящее время разыскивает Международный уголовный суд за совершение военных преступлений. В его действиях усматриваются признаки геноцида. Все его приказы и приказы его окружения, они незаконны, исполнять их нельзя. Я хотел бы вам еще раз сказать, еще раз попросить у вас, не исполняйте эти приказы. Саботируйте по мере возможности. Если у вас это не получается, помогайте также по мере возможности тем, кто сопротивляется, кто противостоит этому режиму, кто пытается что-то изменить. Стремитесь к тому, чтобы Путин и все его окружение было смещено, было отстранено от власти. Какими способами, это уже не важно. У меня на сегодня все. Всем пока.